Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь традиционный французский багет на пулише. Сначала приготовим пулиш. Для этого возьмем муку и хорошо перемешаем ее венчиком или просеем через сито, для того, чтобы насытить ее кислородом. Затем возьмем дрожжи и разведем их в воде. Пулиш, в отличие от закваски, дает очень тоненькую и хрустящую корочку багету. Поэтому багет на пулише является наиболее традиционным, в отличие от багета на закваске или багета, который делается непосредственно прямым методом, без префермента. Все хорошо смешаем. Смешивая, мы продолжаем насыщать массу кислородом, а это является обязательным условием для того, чтобы обеспечить наиболее оптимальные условия для развития дрожжевых клеток. Поэтому я вам посоветую всегда, когда вы делаете пулиш или какой-либо другой перфермент, всегда взбивать муку венчиком или просеивать ее через сито. Неплотно накрываем крышкой, для того, чтобы опять же к массе поступал воздух, и оставить при комнатной температуре на 10 часов. Приготовим автолиз на следующий день. Для этого возьмем холодную воду из холодильника, муку, и перемешаем таким образом, чтобы нигде не оставалось сухой муки. Существует 3 вида пулиша: французский, венский и обычный. То, что мы делаем сейчас, это является обычным пулишем. Чем же они отличаются? Отличаются они тем, что во французский пулиш используется половина всей воды, которая идет в тесто, в венский 4/5 частей воды и в обычный примерно 1/3 часть. Вот в данном случае мы имеем обычный пулиш, где в него идет примерно 1/3 часть от всей общей массы воды. Все хорошо перемешиваем. Вот так вот. Суть состоит в том, чтобы просто увлажнить муку водой, для того, чтобы запустить биохимические процессы. Накрываем шапочкой для душа и оставляем на кухонном столе на 30 минут. Теперь замесим тесто. Для этого смешаем воду, соль. Остаток воды, который мы вносим сейчас, называется бассинажем. Он служит для регулировки как температуры теста, так и влажности теста. Поэтому во французской хлебной традиции всегда используется принцип бассинажа. Эта традиция сейчас постепенно приобретает распространение и в других странах, и в других хлебных традициях. Вносим пулиш. Хочу заметить, что пулиш после его созревания можно накрыть плотно крышкой и убрать в холодильник. Там он еще может находиться в прекрасном рабочем состоянии несколько часов. Пулиш удобен тем, что он дает очень высокую толерантность к времени работы и позволяет быть более гибким. При этом пекарь не рискует
чрезмерное закисление теста и разрушение клейковинного каркаса. Вымешиваем тесто до полного развития клейковины. Для этого временами останавливаем тестомес и проверяем тесто на наличие глютенового окна. Отщипываем кусочек и растягиваем. Ну вот мы видим, что тесто у нас уже почти готово. Почти готово. Еще буквально совсем чуть-чуть. Вымешанное тесто всегда отстает от стенок держитеса места и накручивается на крюк. Это один из признаков вымешанности теста. Но главный признак, конечно, наличие глютенового окна. Ну, мы видим, что тесто у нас хорошо вымешано. И при растягивании у нас получается тонкая прозрачная пленка. И вот мы видим, что когда происходит разрыв имеет четкие круглые края. Он не имеет рваных краев. Это тоже признак того, что клейковинный каркас полностью сформировался. То есть это является признаком двухосного натяжения. Замеряем температуру теста. Она в данном случае, так как мы не используем дополнительных дрожжей, составляет 27-28 градусов. Есть такой момент, что в этом рецепте вы можете использовать в тесто 1 грамм прессованных дрожжей. При использовании прессованных дрожжей желаемая температура теста должна составлять 23-25 градусов Цельсия. Если же вы не используете дополнительно дрожжи, как я, то желаемая температура теста должна составлять 27-28 градусов. Это следует учитывать, потому что зачастую, если вы просто берете французский рецепт, где желаемая температура теста зачастую составляет 24-25 градусов, и вы просто убираете дрожжи, это нарушает оптимальные условия для развития теста. Поэтому при изменении технологии необходимо также и следить за тем, что желаемая температура теста также будет изменяться. Делим кусок на 2 равных куска и делаем небольшую предформовку. Вот таким вот образом, стараясь сохранять в тесте газ. Существуют различные способы формирования багета. Более традиционный вид требует более, скажем так, жесткого обращения с тестом. Тесто также имеет и меньшую влажность, оно составляет примерно где-то 65%. Вот, поэтому современная традиция, она немножечко отличается от классической. Влажность теста также несколько отличается, поэтому здесь нужно всегда учитывать, что мы делаем и что мы хотим получить. Мы хотим получить в данном случае более открытую пористость, поэтому влажность у нас более высокая, и с тестом мы обращаемся также более аккуратно. После того, как тесто у нас полежало 20 минут, мы его не накрываем, еще раз присыпаем слегка мукой и делаем формовку. Как я уже сказала, тот метод, который я показываю сейчас, является современным методом, поэтому не удивляйтесь, что он будет немного отличаться. Как я уже сказала, современный метод более нежный. Также дается только 2 отвертывания вот таких вот, а не 3. И нет таких вот запечатываний рукой. Все потому, что мы хотим получить более
открытую пористость, и тесто у нас является более влажным. Делаем вот такие вот заостренные края и выкладываем на куш швом вверх. Вот мы видим, шов у нас находится вверху. Делаем такую вот подпорку. Можете положить скалку, можете положить книги, или можете так вот ничего не подкладывать, если у вас получилось создать вот такие вот жесткие края. Слегка накрываем и опять же оставляем на расстойку. Здесь хочу заметить момент, что для того, чтобы края у надрезов были более четкие, ровные, имеет смысл, если у вас такая возможность имеется, за 10-15 минут до надрезов убрать заготовки в холодильник. У меня такой возможности нет, поэтому я этого не делаю. Выпекаем при температуре 240 градусов и остываем на решетке. Надрезы у багета могут быть как косыми, так и продольными. При размере багета примерно в 30 сантиметров делается 3 косых надреза. При более большом размере надрезы составляют 5-7 штук. Также может быть продольный разрез. Вот, давайте посмотрим внутреннюю жизнь багета. Как я уже сказала, корочка у багета на пулише будет более мягкая, тонкая, чем у багета на закваске. Мы видим мякиш упругий, эластичный, корочка тоненькая. Это очень вкусный багет, очень удобен для использования в качестве основы под сэндвичи за счет того, что корочка у него тонкая, поэтому очень советую вам его испечь. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также размещайте ссылку на это видео в своих социальных сетях. И пеките на здоровье!